Всем привет! Хотел бы поговорить о управляемых коммутаторах, а конкретно о управляемом L2 коммутаторе DGS 1100-05V2, который имеет 5 портов со скоростью до 1 гигабита в секунду каждый. Пришел я к этому коммутатору по причине разросшейся локальной сети и необходимости мониторить пользователей, подключенных к данному коммутатору с помощью Zabbix по протоколу SNMP. Также нужна была поддержка VLAN для разделения пользователей на разные сети, то есть изоляции гостевой сети от домашней. Коммутатор упакован в картонную неокрашенную коробку с надписью фирмы-изготовителя. Внутри коробки сам коммутатор, блок питания, инструкции и пару винтов с дюбелями для крепления на стене. Все по-спартански просто. Коммутатор из металла с перфорированными боковыми стенками. Достаточно компактный, но в меру тяжелый. На передней части порты для подключения кабелей с индикацией работы. С задней части разъем подключения блока питания и кнопка сброса настроек Reset. Технические характеристики следующие. 5 портов со скоростью передачи данных до 1 гигабита в секунду Full Duplex на каждый порт. Процессор с частотой 62,5 МГц и оперативной памятью 48 кБ. Флеш-память 2 МБ, буфер пакетов 128 кБ. Это коммутатор уровня L2, плюс он управляемый, в нем много функций, а всех я упоминать не буду. Мне было важно поддержка протокола SNMP для мониторинга и поддержка настройки VLAN для изоляции пользователей в домашней сети от пользователей в гостевой сети. С этими задачами коммутатор справляется на отлично, особенно если установить самую свежую прошивку. При желании можно протестировать кабель, подключенный в порт. Данный коммутатор прекрасно работает в паре с роутером Kinetic Vivo KN1910. Коммутатором можно управлять через веб-интерфейс. Это очень удобно делать. Для разделения сетей домашней и гостевой достаточно выделить порт на роутере под гостевую сеть, а на коммутаторе оставить все как есть по умолчанию, за исключением изменения IP-адреса для захода на сам коммутатор. IP-адрес по умолчанию у коммутатора 10.90.90.90, но этого мне показалось недостаточным. Так, в принципе, будет работать и обычный неуправляемый коммутатор. Появилась необходимость подключать к коммутатору устройство, которое должно работать не в гостевой сети, а в домашней. Вот как раз для этого и пригодился функционал разделения сетей посредством VLAN. В паре с роутером Kinetic это делается несложно. Главное сделать порт на роутере, к которому подключен наш управляемый коммутатор, магистральным, чтобы он передавал трафик и домашней сети, и гостевой. В домашней сети оставить этот порт, а в гостевой назначить на этот порт тегированный трафик с ID 10, например. Дальше на коммутаторе нужно сделать VLAN 10 для гостевой сети. VLAN 1 по умолчанию оставляем. Порт, который соединен с роутером, тоже будет магистральным. Pivot оставим 1. Таргет укажем VLAN 10. Untarget выберем VLAN 1. Выбранный порт для домашней сети, в моем примере порт 5. Для Untarget выберем VLAN 1 и Pivot 1. Остальные порты с Pivot 10. Вот в принципе и все. Надеюсь, я понятно объяснил, как настроить. Если есть вопросы или предложения, пишите в комментариях к видео. Протокол SNMP, который этот коммутатор поддерживает, я использую для мониторинга в Zabbix. С новой прошивкой от 2025 года эта функция работает отлично, без сбоев. По надежности коммутатор зарекомендовал себя хорошо. Полгода пока пользуюсь, работает без проблем. Протестировал коммутатор утилиты Aperf 3. Средняя скорость, которую показал коммутатор, вполне достойная, 940 мегабит в секунду, и не просаживалась в течение теста, который длился 10 минут. Вот такой опыт использования управляемого коммутатора у меня получился. В принципе, для большинства пользователей этого функционала будет с излишком, а для корпоративного сегмента 5 портов это маловато. Но все равно этот коммутатор оставляет приятные эмоции от использования, и его можно рассматривать для покупки как для дома, так и для большого офиса. Спасибо, что досмотрели. Если было интересно, подписывайтесь, ставьте палец вверх. И если есть вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!